Друзья, всем привет! С вами Алексей Стеклов и «Острая тема» на канале Видео Ворчун, в которой подробно разбираем и тестируем популярные ножи в реальной практике. Магазин «Оружейный двор» предлагает разнообразнейший выбор колющих и режущих предметов на любой кошелек, вкус и задачу. А сегодня у нас нож одного из самых популярных производителей из Китая, который продается на каждом углу, даже на непрофильных сайтах. Сегодня проверим этот нож в основных боевых и рабочих хватах, почистим им картошку, порежем суставы. Не пугайтесь, это будут куриные крылышки в соево-медовом соусе, а на гарнир запеченная картошка. Ну и, конечно же, по традиции развеем пару мифов об этом ноже. Возможно, по упаковке вы уже догадались, что это будет Ганзо, модель G7331. Он идет вот с такой вот, можно сказать, подарочной упаковки с пупыркой для психов. Почему подарочный? Потому что идет мешочек, пакет белого порошка и, наверное, инструкция, и она же сертификат. Нет, это гарантийка, но она, к сожалению, не заполнена. Друзья, те, кому не терпится посмотреть, как спариваются жуки или новости на втором канале, сообщаю, это хороший, добротный нож для повседневного использования в широчайшем спектре задач. Достаточно легкий для своих габаритов, универсален и надежен. Плюс еще из нержавейки, так что спокойно берите денежку и идите покупайте. А те, кому нужны подробности, нажимайте кнопку подписаться под этим видео, устраивайте поудобнее и погнали. Данный нож позаимствовал геометрию всем известного Spyderco Stretch. К слову сказать, фирма Ганзо тырит не только дизайн ножей, а также с успехом копирует точильные системы различных производителей и другие ножевые прибабахи. Но формально у G7331 нет ничего общего со Stretch'ем. Другая сталь, накладки рукоятки, а также аксис-лок вместо бэк-лока. Что касается фирменного подпальцевого отверстия Spyderco, патент на него оформлен только для Соединенных Штатов, так что за их пределами ограничения не работают. Тем более для китайцев. Рассмотрим подробнее. Замок Axis Lock в целом считается надежным, но боится песка и требует к себе внимания. Профиль клинка Drop Point. Длина 90 мм, толщина 3,3, ширина переменная от 33 до 20 мм. Спуски прямые. Обработка поверхности Stone Wash. Если по-простому, обычная галтовка, дешево и сердито. Но это не очень хорошо, так как такая поверхность буквально присасывается к влажной поверхности овощей, мяса. Этот момент вы как раз увидите дальше в видео. Но зато благодаря галтовке формы лишены острых граней. Клинок изготовлен из самой твердой разновидности 440 стали C. В целом, скажу, неплохая сталь для повседневного ножа и хорошо правится, как бы ее ни ругали адепты алмазки и всевозможных порошков. Теперь посмотрим, как Ганзо 7331 готов к выполнению базовых требований к ножу. Один из самых важных для меня параметров — это извлечение и раскрытие ножа одной рукой. С этим нож справляется идеально и комфортно. Изначально находясь в хвате номер 7, после раскрытия легко переходит в мой любимый хват номер 5. Накладки рукоятки выполнены из стеклокомпозита J10 с фрезеровкой под короеда. У ножа неплохой баланс с легким перевесом на рукоятку. Рукоятка, я бы сказал, цеплючая, с плавными подпальцевыми выемками. Хват очень уверенный, а значит безопасный для пользователя. Для нормальной мужской ладони просто идеальная форма. Немного холодит ладонь длинная клипса, но это уже придирки. Хочу отметить, что замок блокирует только складывание ножа, открывается он без участия замка. При складывании клинок не перекрывает отверстие под темляк, как у некоторых других ножей. Обработка поверхности клинка галтованием очень технологична и в принципе попсово. Заодно обрабатывается острая грань на обухе, плюс прячутся все косяки от обработки спусков. Но надо помнить, что во время работы такая поверхность моментально засаливается, а мясо и сырые овощи буквально присасываются к такой поверхности. Плюс из-за формы клинка очень неудобно чистить овощи, но в принципе возможно. Как это происходит, смотрите дальше в видео. Кстати, чистится и моется нож очень хорошо и прекрасно, несмотря на всю мою предвзятость к фрезеровке под короеда. Посмотрим, сколько удобных хватов можно сделать с этим ножом из базовых 12. Почему их стало 12? Смотрите в видео про Опинель. Хват номер 1. Достаточно слабый, нож болтается в силу определенной геометрии рукоятки. Хват номер 2. Очень плотно сидит нож, но угол клинка относительно ладони очень неправильный, опять же из-за определенной геометрии рукоятки. Хват номер 3. Достаточно удобный, плюс угол клинка выдвинут немного вперед, что в принципе неплохо. Хват номер 4.
Очень неудобный, совершенно не эргономичный, если только не развернуть его поперек. Тогда пальцы не смыкаются и хват опять неуверенный. 3 балла из 10. Хват номер 5. Очень удобный. Но не будем забывать, именно под такой хват и проектировался Spydeco. Хват номер 6. Вполне удобно, но хотелось бы большой палец перенести дальше, что в принципе небезопасно. Хват номер 7. Вполне удобно, стремящийся клинок вперед, в принципе неплохо. Хват номер 8. Геометрия ножа заставляет стремиться клинок относительно рукоятки чуть вперед, и соответственно хват становится совершенно непригоден для работы. 0 из 10. Хват номер 9. Совершенно неудобен, так как место под большой палец занято выпуклостью на обухе. Можно, конечно, взять так, но это хват номер 5. Хват номер 9. 0 из 10. Хват номер 10. По моей ладони просто идеальный по геометрии. Абсолютно каждый мой палец и вся геометрия ладони как будто создана именно для этого ножа. 25 из 10. Хват номер 11. Вполне удобно, пальцы также ложатся в плавную выемку. Указательный палец ложится четко по обуху. Все очень-очень хорошо. И хват номер 12. Тоже все очень хорошо. Пальцы четко ложатся, никуда не стремятся убежать. Выпуклость на обухе четко упирается в палец. В общем, все очень-очень хорошо. Одно из моих базовых требований к складному ножу — это крепление на поясе, либо крепление на кармане, скажем так. Это, конечно же, клипса. На этом ноже мощная клипса закреплена на 3 винтах, находящихся на разных осях. Основная же фишка клипсы Ganzo 7331 в том, что при необходимости ее можно легко переставить на другую сторону ножа. Требования к шумности от тряски данного ножа, на мой взгляд, даже бессмысленно проверять. Очень сбитая мощная компоновка. Ничего не болтается, несмотря на то, что замок не фиксирует клинок в сложном состоянии. Никаких шумов, никаких вибраций, никаких дрожаний и болтания. Немного о мифах. Большое отверстие в клинке в районе обуха мешает при нарезке овощей и всякого такого. Это не так, нож идеально чистится, идеально моется, и мало того, он действительно не забивается во время нарезки. Единственное то, что вот чрезмерная ширина вот в этой части обуха действительно мешает при чистке овощей, но при этом выполняет хорошую службу в силовых хватах для упора пальцами. Миф номер 2. Обработка Stone Wash, а по-простому галтование обычными абразивными камнями, это красиво, удобно и самое главное практично. На самом деле это не так. Скажу в 3-й раз, что именно к этому покрытию все прилипает. Прилипает каждый влажный продукт, который вы нарезаете. Мало того, он достаточно быстро царапается, засаливается. И что самое плохое, по моему мнению, на нем даже остаются отпечатки пальцев, как будто бы это был полированный металл. А теперь идем на кухню. И готовить мы будем куриные крылышки под соево-медовым соусом. И что самое примечательное, оно было сделано по пожеланию подписчиков. Единственное, что я к нему добавил, это запеченную картошку в качестве гарнира. Но, скажем так, в заявке было основное требование не разбирать мясо аккуратно по косточкам, то есть проводя ножом между суставов, а резать прямо по-живому, как говорится. Прямо по костям, как есть, при разделении на порции. Нет проблем, как скажете, погнали.
Это блюдо будет, возможно, идеально под какое-то вкусное пенное, а если добавить капустки, а если еще и помидорку, а если напиток немного покрепче, то это вообще сказка. Напишите в комментариях, какое блюдо вы хотели бы увидеть в следующем видео, и я его обязательно воспроизведу. Использую один из ножей, который находится у многих на кармане в городском урбане в обычной повседневной эксплуатации. На сегодня это все, а тем, кто дотерпел до конца, традиционный бонус. Если заглянешь в описание видео, то там будет ссылка на розыгрыш. Значит, именно в этот момент, именно этот нож разыгрывается в официальной группе «Оружейный двор». Поэтому срочно переходи по этой ссылке и принимай участие в розыгрыше. А перед этим не забудь оставить несколько комментариев к этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на острую тему и не пропустить розыгрыши ножей. Желаю удачи и пока!